Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня что такое лежит? У меня лежит палантин. Такой вот симпатичный. Из ниточек Анна 16. Немножечко цветной с одной стороны. Такая вот цветная полосочка. И ажурный палантин, на который у меня есть интересная идея. Пока сегодня я хочу показать вам, как вяжется такой узор. А на следующем видео мастер-классе покажу интересную идейку, что можно связать из такого узора или из такого палантина. Вот. Раппорт узора 10 петелек мы с вами набираем и начинаем вязать. Вот я набрала и начинаю вязать. Так, раз, два, три. В четвертую воздушную петлю вяжу столбик. Это у меня уже 2 столбика. 3, 4 и 5. У нас будет с вами 5 столбиков и 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Пропускаем внизу 5. Раз, два, 3, 4, 5. И провязываем еще 5 столбиков. То есть вот узор так очень простой. Чередование 5 столбиков и 5 воздушных петелечек. Вот. Но в шахматном порядке они располагаются, поэтому еще важно завершение вязания. Вот. 5 столбиков, 5 воздушных петель. Первый ряд так провязываем. Вот такой первый рядочек у нас получился. Я вяжу с хвостиками, можно без хвостиков. Тогда, если просто ровное вязание, то мы с вами набираем воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание, и у нас будет чередование окошечко, а потом 1, 2, 3, 4, 5. 3 и 5 воздушных петель. Вот, мы с вами сделали окошечко и вяжем еще 3 столбика. 2, 3, 4, 5. В это окошечко 1 столбик у меня лишний. Теперь опять окошечко. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом. Вот в таком ритме мы вяжем. А я провязала, у меня еще есть на палантине такие хвостики. Каким образом я их провязываю, сейчас покажу, что такое хвостик. Так, у меня здесь сделали первый ряд, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и еще 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. 1, 2, 3. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4 столбика. Это у меня 2 столбика, 3, 4 и 5. Но это опять же, да, если хочется такой хвостик привязать. 1, 2, 4, 5. И провязываем просто в окошечке 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Они все столбики со временем растянутся, но, конечно, вы их можете растянуть таким образом аккуратненько. 1, 2, 3, 4, 5 и провязать еще 5 столбиков. То есть мы чередуем окошки и столбики. 2, 3, 4 и 5.
И еще вот такой вот хвостик надо связать. 1, 2, 3, 4, 5. Это уже у нас рамочка. И еще 1, 2, 3. Покажу зачем. Мы с вами привязываемся в самое начало. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. Теперь нам нужно провязать 1, 2, 3 столбика. Один столбик у нас уже есть. Это 3 воздушные петли. Второй столбик. Третий. Четвертый. Четвертый и пятый у нас уже вот он есть. Тоже в третью воздушную петельку мы присоединяемся и получаем хвостик такой. Вот. Такие хвостики. Следующий ряд мы вяжем без хвостиков. Просто-напросто 1, 2, 3 и 4 столбика в арочку. 1, 2. Это у нас уже 4, 5. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Опять ищем воздушную арочку. То есть вот таким образом у нас получается в шахматном порядке рамочки пустые и столбики. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И еще заполняем столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Вот. То есть в одном ряду у нас, смотрите, вот в первом ряду у нас 1, 2, 3 и 1, 2, 3 узорчика в третьем. Во втором у нас ушки и 4 узора. То есть будет постоянно в шахматном порядке узоры складываться. Как нам выйти на ушко, да? 1, 2, 3, 4, 5. Это вот наше ушко. 1, 2, 3 воздушные петли. Это петли подъема. Поворачиваем вязание. И у нас получается 1, 2, 3, 4. А пятый уже у нас столбик есть. Четвертую воздушную петельку мы вяжем в столбик. Следующую. Вот, получаем 2 столбика. 3, 4, 5. Вот. Еще одно ушко у нас получилось. Я не говорю, что это мне необходимо, но как элемент декора. 1, 2, 3, 4, 5. И опять в арочку. То есть узорчик простой. Самое главное, что определить для начала длину. Так, 3, 4, 5. У нас вязание получается вертикальное, поэтому необходимо сразу же определиться с размером. Для этого нам нужно набрать воздушных петель в самом начале столько, сколько вы хотите длину палантина. Вот. Я набирала цветные ниточки, набирала. Вот так, вот так, вот так, вот так, да? И начала вязать первый ряд. То есть мы вяжем с вами не в высоту, а горизонтально. Набираем 1,5 метра. Столько, сколько вы хотите, чтобы ваш палантин был в длину. И начинаем вязать. Я связала цветными полосочками. Здесь пришлось отрезать в каждом ряду. Вот я начинала вязание. Провязала голубой ниточкой, отрезала, набрала золотой ниточкой. Ряд второй. Провязала, отрезала. И таким образом, вот у меня даже видно, что где-то ниточки я еще не до конца спрятала. Вот у меня они есть. Вот это у меня просто узорчик сложился. А если вязать однотонными, резать ничего не надо.
Вот такие у меня ушки симпатичные. Просто набираем длину необходимую и провязываем столько, сколько вы считаете, как вам будет удобно носить палантин. Такой вот красивый ажурный узорчик. Узор, я думаю, что он может пригодиться в любом вязании. Может быть, это у вас кардиганчик будет, почему нет. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Это вот идея узора. Узор мы разобрали, вяжется он достаточно просто, смотрится симпатично. И до следующих встреч. Обязательно подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм, на YouTube. Ролики выходят там также, но немножечко попозже. Тем не менее, они там будут. Скидку на пряжу Анна 16 можно получить при промокоде Ангелина 22. Напишу ссылку на магазин, где это можно купить. И предлагаю попробовать связать такую красоту.